Мистер Президент, вы знаете, что российские дроны атаковали Польшу? Серьезно? Когда? Прошлой ночью. Атаковали Польшу, началось. Я не могу в это поверить. Такого не может быть. Мы на Аляске с Путиным договорились, что их дроны будут атаковать только территорию Украины. Что вы имеете в виду под словом «договорились»? Не цепляйтесь к словам, тем более к моим. Мы о чем-то с ним долго там договаривались, я уже не помню о чем. Просто какой смысл это запоминать, если потом по новой придется встречаться и снова о чем-то договариваться. Но могу уверенно заявить, мы всегда ладили с Путиным. У меня с ним сложились прекрасные отношения, в смысле прекрасные отношения. Поэтому я вам не верю, что Россия могла атаковать Польшу. Это, как любит говорить Путин, Песков и провокация. А Путин, скажу я вам, это человек слова. И это слово говнюк. Спасибо за ваши вопросы. Goodbye. Мистер Президент, так все же, как вы прокомментируете атаку российских дронов на Польшу? Стоп. Почему вы решили, что это были именно российские дроны? Они что, во время полета как-то по-русски жужжали или играли на балалайке, пели песни шамана? Какие у вас есть на этот счет доказательства? Доказано, что эти дроны были российского производства. Это все фейк-ньюс, никого не слушайте. Не могут дроны называться российскими, когда у них основные компоненты из Китая, США, Швейцарии, Германии и других цивилизованных стран, которые всем сердцем так поддерживают Украину. Да, но прилетели они в этот раз в Польшу. Серьезно? Когда? Прошлой ночью. Что вы говорите? Я ничего об этом не слышал. Просто я по ночам обычно сплю, причем довольно крепко. Наверное, поэтому и не слышал. Спасибо за эти прекрасные вопросы. Goodbye. Подождите, мистер Президент, но вы как-то собираетесь наказать виновных в этой атаке? В какой атаке? Вы о чем? Ну, атаке дронов, которые атаковали территорию Польши. Серьезно? Когда? Прошлой ночью. Я пердоле курва. Дроны атаковали Польшу. Первый раз об этом слышу. Хорошо, что вы мне об этом сообщили. Надо будет принять какие-то меры. Я подумаю, какие. Вы как-то накажете виновных? Конечно, я обязательно поговорю с Зеленским и попрошу его, чтобы такое больше не повторялось. Очевидно же, что во всем этом виновата именно Украина, потому что это ее обязанность сбивать все дроны, которые летят в Польшу через ее территорию. Почему они их не сбили? Может, потому что вы сократили им поставки ракет ПВО? Серьезно? Когда? В прошлом месяце. Ну и что? Зато я в 2018 году дал им джавелины. Неужели так тяжело из одного джавелина сбить несколько сотен дронов? Только благодаря мне у них есть теперь такая возможность. Послушайте, но обвинять в этом Украину это совершенно глупо. Согласен. Тогда в этом всем виновата сама Польша. Других вариантов я не вижу. Зачем полякам было основывать свою страну там, куда могут потенциально прилететь дроны? Надо было думать об этом раньше. У меня недавно была встреча с польским президентом Каролем Навроцким, и я ему сказал, что Польша прекрасная страна. Таких отличных поляков, как в Польше, я не видел нигде. Но, если честно, это их проблема. Никто их не заставлял жить по соседству с Украиной. И вообще, если бы я в ту ночь был президентом Польши, этого бы не случилось. Спасибо за ваши актуальные вопросы. Goodbye. Мистер Президент, вы понимаете, что данная атака на Польшу – это угроза для всего Альянса? Послушайте, НАТО прекрасно с этим справляется. Насколько я знаю, они там сделали какое-то заявление, очень какое-то сильное заявление. Это лучшее какое-то заявление в истории каких-то заявлений, которые когда-либо делала НАТО. Я даже его распечатаю и поверю
повешу у себя в гольф-клубе. Возможно, НАТО просто должно извиниться перед Россией за то, что своими необдуманными агрессивными действиями оно спровоцировало порчу ее беспилотного летательного имущества. Окей, и последний вопрос. Планируете ли вы в связи с этой атакой вводить новые санкции против России? Послушайте, я ввел против них самые лучшие санкции, которые когда-либо были. Никто лучше меня санкций не вводил, поверьте. Я подумаю, что можно сделать, чтобы этого больше не повторялось. Возможно, я, как всегда, ограничусь устным предупреждением. Мне для этого нужно где-то 2 недели. И если за это время Россия так и дальше будет продолжать, то я буду продолжать говорить, что они об этом сильно пожалеют. Но обещаю, что говорить я это буду уже в еще более жесткой форме. Goodbye.